Всем привет! Кто не знаком, меня зовут Роберт. Я работаю руководителем отдела разработки интерфейсов, в частности, больше верстки в Одноклассниках. Значит, сегодня в режиме онлайн, и для тех, кто смотрит записи уже в режиме офлайн, я сделаю демонстрацию возможностей движка Source.js. Собственно, о нем можете почитать на source.js.com. Вот. И сегодня как раз специально для трансляции подготовил бета-релиз 0.4, потому что та версия, которая стабильно лежала у нас в мастере, уже где-то на полгода устарела, а мы далеко убежали вперед в дев-ветке. Кстати говоря, вся дев-разработка ведется тоже в открытой ветке, и все issues тоже находятся на GitHub, так что можно спокойно следить, можно пользоваться nightly сборками, и начиная с 0.4 и с 0.4 бета уже, по сути, структура вся утряслась, никаких несовместимых изменений не планируется в ближайшее время, каких полгода, возможно, да, и больше. Вот. С Hangouts я работаю первый раз, так что не обижайтесь, если где-то я буду немного дольше искать контролы. Но вчера вроде проверил, должно быть все нормально. Так, значит, мы сейчас расшарим экран. Вот, и у меня подготовлен список вопросов, да, уже какой-то, потому что вы писали раньше. Вопросы можно дополнительно задавать в чате. Я скидывал их во все социальные сети. Значит, один из них это gitter.em source.js source. Вот. Так же самое можете задавать вопросы все в Твиттере. Я буду тоже следить за нотификейшенами и стараться отвечать тоже. Вот. Ну, вначале, в любом случае, вы пройдете по всему самому основному. Тут у меня вот список присутствует. Значит, кто не в курсе чата, еще может тут продублировать, да, кто сейчас видит на экране в данный момент. Вот. И, собственно, некая таблица, да, содержимого тоже тут сейчас на экране видна. Значит, с чего мы начнем? Как сказал, мы уже сегодня зарелизили 0.4 бета. По сути, это текущее состояние ветки 0.4 dev, которая была устабилена, да, к сегодняшнему мероприятию. Значит, начнем мы с того, что мы будем устанавливать source нуля. Раньше он ставился из репозитория посредством просто git clone и grant init. Теперь мы упростили эту ситуацию и сделали специальные Yeoman таски для того, чтобы можно было буквально в одну команду развернуть все, да. Собственно, зайдя на Source.js и открыв документацию, можно увидеть гайд краткий, да. Собственно, есть определенные зависимости, которые нужно обязательно иметь у себя. Это Git, Node.js, Grant и Yeoman установленные. Собственно, Git и Node.js, я надеюсь, у большинства уже есть. Вот, пытаться следить за мной сейчас я не очень советовал бы, но в любом случае можете пробовать, если где-то запнетесь, посмотрите уже в записи. Так, пишет, что с трансляцией все в порядке. Окей. Гитер не работает. Ну, вроде это неправда, потому что должен быть. Вот, ладно, не будем пока что отвлекаться на вопросы, пока пойдем по нашему сценарию. Значит, сейчас устанавливается source с помощью Yeoman. У меня уже на компьютере стоит, собственно, сам Yeoman, да, стоит генератор Source.js, который как раз и разворачивает с помощью Yeoman нужные сценарии. Сейчас он пока что умеет только инициировать, дальше он будет уметь и создавать новые страницы. Да, я сегодня буду употреблять такие термины, как спек страница, да, как спека. Это внутренний термин, который обозначает страницу документации в source, собственно. То же самое это и самой документации движка везде употребляется тот же самый термин. Значит, имея все зависимости, все, что нам нужно сделать, это запустить ее source.js. Сейчас мы откроем, собственно, новую директорию, создадим новую папочку, назовем ее source live. Вот, собственно, как написано и в гиде, мы перейдем сразу в новую папку и развернем тут ее Source.js. Source.js
пока только предлагает одно действие, как я говорил, только инициировать можно с помощью его, да, дальше можно будет выбрать сразу же несколько других действий и при запуске стандартного генератора, собственно, иметь весь список на виду. Значит, выбираем единственный вариант и сразу укажем, чтобы проект запустился после разворачивания. Собственно, что делает Yeoman? То, что мы раньше делали вручную, он выкачивает git-репозиторий, при этом оставляя саму git-папку, чтобы осталось наследование, да, устанавливает все зависимости, устанавливает запускает сразу первую гранд-задачу, ну и запускает по итогу сам source как сервер, да. Вот. Кстати говоря, кто частенько спрашивает о реальном примере source, да, сам source.js.com это и есть запущенный source, и вся документация это тоже документация source. Вот. Также можно, кстати, в документации посмотреть готовые задокументированные блоки Bootstrap того же самого, да. Ну ладно, не будем забегать вперед. Смотрим, что у нас получилось. Собственно, видим, что после установки у нас запустился source в development режиме. По умолчанию, если у вас not environment не стоит в другом, а не стоит в production, то запускаете source в development mode. Вот, ну и запущен он на порту 8080. Перейдем сразу же сюда. Сейчас мы видим, собственно, главную страницу пустого голого движка в том виде, в котором он приходит сразу же после инициализации. Вся документация приходит с каждой версии source, то есть она хранится в самом репозитории source на GitHub. Да, вот сейчас мы видим страницу и branch master на GitHub самого проекта. И тут, собственно, папка docs, которая выводится сразу же в поднятом у вас локальном проекте. Ну и сразу же с инициализацией мы получаем первый раздел со спеками и, собственно, самую первую спеку, которая скопирована из той, что хранится в документации, как именно стартовая заготовка. Значит, все спеки делятся на разделы в самом движке, вы можете их организовывать сколько угодно. В данном случае у нас есть два раздела, это Documentation и Specs. Навигацию по всем спекам каждого каталога можно выводить где угодно, можно выводить и в другой спеке, можно делать любую вложенность каталогов. В данном случае у нас только одна вложенность, ну и вот, собственно, каталог спек, и вот как выглядит базовая документация и заготовка базовой документации. Значит, как установить, мы посмотрели. В чате я видел, пишут, и до этого мне писали ребята тоже совсем недавно, что существуют некоторые проблемы с установкой source на Windows. Это связано не с самим кодом source, да, тут я не отмазываюсь больше, а вот больше, наверное, жалею Windows пользователей в том плане, что не все окружение у них доступно для спокойного запуска всех зависимостей, и в связи с чем проблемы какие могут возникать. Собственно, самая основная проблема с JS-DOM библиотекой, которая требует в зависимость себе библиотеку Contextify, которая билдится под разные определенные операционные системы. Да? И, собственно, в билде винды по умолчанию, то есть из коробки, нет инструментов, которые умеют собирать те зависимости, которые просит JS-DOM. Поэтому нужно просто эти зависимости скачать с готового репозитория, ну или пробовать устанавливать себе Visual Studio и надеяться, что соберется тоже все в порядке. Это же упомянуто в самих стартовых доках, да, тут есть ссылка на наш внутренний issue, где, собственно, описано решение JS-DOM с Contextify. По сути, кроме этой проблемы, никаких больше проблем, связанных с установкой на Windows, я не слышал и не видел. Если вы столкнетесь с ними, то пишите или в чат, или на почту. Постараюсь помочь. Хоть сам Windows давно не пользуюсь, но один человек у нас в команде очень успешно запускает Source.js, по сути, без никаких проблем, и мы на нем сразу тестируем это тоже. Так вот, про установку мы поговорили. Я упомянул про проблему с Windows. Пойдем мы дальше. Значит, следующий такой логичный вопрос, который может напрашиваться у всех, кто
начинают разбираться с движком Source.js, это как настраивать development и production среду. Под production средой я имею в виду ту часть, тот environment движка, который мы показываем для всех. То есть мы локально разрабатываем в своем поднятом сорсе, а шипим спеки готовые уже, которые видят все остальные сотрудники в stable варианте на какой-то production сервер. Собственно, как локально поднимается, понятно, да? Мы установили через Yeoman все с нуля. Чтобы запустить заново, мы используем команду node-up, собственно, которая запускает app.js, да, существующий в нашей папке, развернутой прямо из Yeoman. А локально мы же и разрабатываем все новые спеки, это тоже мы посмотрим, как происходит. А production версию можно настраивать, по сути, как вам удобней. И, с одной стороны, это большой плюс гибкости движка, что можно настраивать как угодно, мы не навязываем никаких своих конфигураций, но, с другой стороны, не всем может быть сразу понятно, как это делать, поэтому после того, как мы допилим 0.4 релиз, я обязательно подготовлю пачку документаций с различными сценариями по созданию этого workflow, по настройке сервера. Думаю, сразу же подготовлю какие-то образы, готовые с настроенным сорсом, которые вы сможете у себя разворачивать, как и с помощью Vagrant, так и просто разворачивать как образ готовый в любой инстанс, или виртуальную машину, или в просто какой-то выделенный сервер. Значит, как это работает у нас и какой вариант, по сути, самый простой является. Локально вы работаете, подняв у себя, и после того, как вы закончили работу над какими-то документациями, вы коммитите изменения по спекам в отдельный репозиторий, из которого уже на удаленном сервере, который будет являться вашим продакшн сервером, можно по крону или по гитхукам выкачивать сразу все изменения. Таким образом, что мы имеем? Мы имеем локальную полную версию и имеем такую же самую полностью версию, настроенную на просто удаленном хосте, который висит постоянно включенный. Да? То есть вы можете иметь или на хостинге какую-то виртуалку, или можете иметь просто какой-то доступный компьютер, да, на который доступ будет иметь вся ваша команда. То есть получается, что продакшн сервер это тот же самый инстанс, его можно запускать в продакшн режиме, да, как я упоминал, что тут мы запускаем development, и выкладывать там можем совершенно любыми путями, или просто гитпулом все изменения, ну или если совсем хотите просто, то можно делать по FTP выкладку. Значит, чуть подробнее разберем это чуть-чуть позже. Сначала посмотрим, как происходит разработка с движком. Посмотрим, что у нас получилось после разворачивания. Как видим, в папке Downloads я создал Source Live. Это то, что появляется при разворачивании. Тут мы видим содержимое самого движка. А в папке User мы видим полностью наш workspace, где только наши файлы хранятся. Они из самого движка загидигнорены. Это значит, что в папку User, где хранятся все ваши кастомные настройки для движка, все переопределения и все ваши спеки, можно складывать все, что угодно. Советуется в любом случае в папке User иметь отдельный гид-репозиторий. Таким образом, вы будете работать сразу с двумя гид-репозиториями. Первый – это сам движок. Если вы хотите править его, то у вас там будут какие-то изменения, которые вы сможете потом через pull request отсылать нам обратно. И второй репозиторий с вашими спеками всеми, ну и с вашими настройками для движка. Так или иначе, мы стараемся организовывать все таким образом, чтобы вы могли пользоваться движком, не изменяя сами исходники движка. То есть все максимально конфигурируется прямо из папки User, и, собственно, мы такого же самого сценария придерживаемся у себя. Можно было параллельно разрабатывать и движок, и спокойно его настраивать, не трогая какие-то части. К тому же вся архитектура завязана на модулях, как и на сервере, так и на клиенте. Любой модуль можно отключить и подключить. То есть любой клиентский модуль, который подключается через require, можно выключить через настройки прямо из папки user. И
Так же самое вы можете создавать любые свои модули. Я тоже покажу, как это выглядит. В том числе существует ряд официальных плагинов, которые мы тоже чуть позже посмотрим. Значит, вот наш развернутый source, вот наша папка user рабочая, в которой хранится весь контент. И вот, собственно, тот каталог specs, который создавался с самого начала, который я вам показал в стартовой версии source, которую мы запустили сразу после разворачивания съемок. Значит, создадим мы проект в IDE, чтобы это было наглядно и в одном месте. Так. Сделаем просто новый проект. Собственно, таким образом мы организовываем работу у себя в Одноклассниках. В основном все пользуются идеей и WebStorm. Плюс идея позволяет организовывать несколько проектов с несколькими гид-репозиториями в одном workspace, что позволяет тоже сразу же работать с несколькими репозиториями, видеть изменения все в одной куче. Но мы создадим проект просто на папку user, которая нам, собственно, нужна. Еще раз повторю и хочу поставить акцент на том, что если вы пользуетесь сорсом, вам не нужно править исходники самого движка. Все, что вам нужно, все, на что вы должны ставить акцент, это именно на работу с папкой user, да, которая никак, по сути, не зависит и не пересекается с движком, кроме того, как user является просто контентом для движка. Значит, мы видим папку specs нашу, видим стартовую заготовку и переименуем, собственно, базовое название starting, копируемое из раздела документации, переименуем в button. Собственно, таким образом, сдав спеку button, для самих файлов описания мы используем ныне .src файлы. Это шаблонизируемые файлы, которые по умолчанию не имеют в себе ничего лишнего, и шаблонизируются они из следующих темплейтов, как тут мы видим спек, да, то есть это шаблон, в который разворачивается контент каждой спеки. Также самое можно и использовать просто индексы HTML файлы, они тоже поддерживаются, я думаю, мы поддержку их не оставим. Вот. И со всеми индексами SRC файлами мы можем работать на уровне middleware как угодно, в процессе, как вам будет удобнее в вашем случае. Значит, что мы видим, работая с файлом? Мы видим какой-то заголовок, мы видим базовую разметку. Вся основная разметка тоже описана в документации на сайте Source.js. Сейчас я покажу, где это, собственно, находится. В Documentation и в Spec Page Documentation мы можем, по сути, видеть все виды разметки, как и основные информационные блоки, так и блоки, вызывающие внимание, оформленные ссылки и так далее. Значит, как происходит разработка вместе с Source? Каждый новый компонент, который мы делаем, мы верстаем и разрабатываем прямо в этих индекс SRC файлах, в нужных местах у нас в каталоге, да, в данном случае в разделе button, в каталоге specs, да. И весь код пишется именно в блоке source example, где как раз мы имеем то окружение и можем настроить то окружение, которое у нас будет в точности повторять содержимое нашего production environment, содержимое стилей и ресурсов нашего основного приложения. Сделаем мы, например, тут простую кнопку. Верстать тут не будем с нуля ничего, возьмем просто бутстреп'овскую кнопку, да, собственно, можем как раз сейчас документацию бутстреп'ов посмотреть и оттуда же сразу скопировать компонент. Кстати говоря, демонстрацию документации блоков из Bootstrap тоже я буду готовить сразу же после 0.4 релиза. Так, и где наши кнопки? Собственно, скопируем даже весь button group и посмотрим, что у нас получается в итоге на самом движке, который сейчас же у нас и запущен. Заходим в нашу стартовую спеку.
подождем, пока обновится навигация. Она, собственно, обновляется по заходу на главную страницу. Вот, на продакшене чуть чаще еще по крону обновляется. Собственно, мы видим, что в навигации обновилась ссылка на наш Specs button, да, который мы создали, и видим задокументированные кнопки. Да, таким образом, собственно, и происходит вся разработка. Допустим, если мы хотим разработать кнопки, мы пишем всю сюда, а стили у нас подключаются и из стартовых шаблонов, да, в которые, собственно, разворачивается контент всего. В данном случае у нас в шаблоне подключен Project CSS, из которого потом заинклюжен сам Bootstrap файл. Да, если мы откроем весь движок, и в папке Docs мы можем увидеть, что в Data лежит наш Bootstrap CSS и вот самый Project CSS, который вызывается. Этот Project CSS используется, по сути, только для примера документации, и я его использую только для примера тут. В своем случае вы можете стили подключать какие угодно сюда. Мы подключаем просто полностью все стили, которые у нас подключаются на основное приложение Одноклассников. Таким образом, каждая страница документации, это, как другие, которые вы будете создавать, она будет иметь контекст стилей ровно такой же самый, как основное приложение. И стили самого движка оформлены так, чтобы они не конфликтовали с тем, что находится именно в этих блоках, примерах, да, которые именуются как source example в нашем случае. То есть оформление вот ссылок и всех компонентов тут, оно строго через каскады прописано и очень сильно таргетировано. То есть стили очень-очень специфичны для самого движка, чтобы никаких конфликтов не происходило. Так вот, разрабатывая одну кнопку, мы можем несколько примеров вывести прямо здесь. То есть мы можем оформить несколько source экземплов, мы можем сделать несколько секций. Например, возьмем еще какой-нибудь вид кнопок, например, другого размера, ну или возьмем что-нибудь посложнее, возьмем вот pattern group с тоглерами. Да, то есть в другой секции можно спокойно показывать другие виды верстки компонентов. Так. И сразу же проверять это на странице документации. Собственно, таким образом мы быстренько накидали базовую страницу документации в Source, которых вы можете делать сколько угодно. И что самое клевое, что это, по сути, обычные страницы, обычные HTML-страницы, которые шаблонизуются немного где-то, да, на которые вы можете подсоединить любые ваши JavaScript, любой CSS, как вам это удобнее будет делать. Вот, как это у нас работает, я еще разберу подробнее, но суть в самой минимальной конфигурации понятна. В данном случае мы используем тот же самый простой подход, где мы вручную пишем HTML, да, а используем не шаблоны, например, из вашей основной аппликации. Это не самый идеальный вариант, но для самого низкого порога вхождения он, по сути, больше всего и подходит, да, если вы только начинаете работать и пока еще не готовы склониться во всю строгость. В более идеальном варианте мы должны использовать не только CSS, который у нас сразу берется из мастер-аппликации, мы должны, собственно, использовать и сами компоненты сразу же из мастер-аппликации. Так или иначе, сама схема работы с движком должна выглядеть таким образом. Да? У нас есть Source.js движок, и у нас есть мастер-аппликация, то есть ваш основной портал, для которого вы пишете компоненты. Да? Я его называю как Master Application. И Source стоит рядом. То есть Source содержит в себе только описание самих компонентов, но не должен содержать в себе ни HTML, ни CSS. HTML, CSS должен храниться именно в вашей мастер-аппликации, которую Source будет просто вызывать. Так вот, подвигаемся дальше. Что у нас по плану? Так, сейчас я просмотрю, может быть, какие-то уже вопросы появились. О, хорошая новость, у ребят на Windows получилось запустить. Вот. Надеюсь, мое описание тоже
помогло сейчас. Ну, так или иначе, я говорил, что есть GitHub Issue, на котором, собственно, это описано, и можно там еще завести некую дискуссию. Хорошо, значит, пока вопросов нету ни тут, ни в Твиттере, мы подвигаемся дальше. Собственно, мы посмотрели, как можно разработать документацию того или иного модуля. Посмотрим, собственно, плагины движка. Я упоминал, что архитектура максимально модульная на самом движке, что означает, что вы можете подключать все что угодно и отключать все что угодно, и подключать, собственно, любые кастомные вещи в любом количестве. Собственно, сейчас я покажу вам пример пример официальных плагинов, которые я успел подвести к финальному состоянию на сегодняшний момент. Остальные еще на подходе. Вот, собственно, информацию о них можно посмотреть как и на sourcejs.com, да, в Basic Engine Documentation, в самом низу, да, в разделе Plugins. Тут сейчас выведено только два официальных плагина, которых, я сказал, я успел оформить в нужном виде. В каждом из этих плагинов есть инструкция того, что нужно сделать, чтобы его запустить. Вот. Ну и с новой структурой, которая пришла в 0.4, устанавливать все максимально просто. Все, что нам нужно делать, это установить через npm install в нашу source user директорию, нашу личную папку, установить плагин, который мы хотим видеть. Да? В данном случае мы поставим spec status плагин. Мы просто откроем, собственно, нашу папку user и установим таким образом, как указана в документации, плагин source.js spec status. По сути, все плагины, которые будут паблишены с npm, они будут иметь префикс source.js, так что можно будет их достаточно легко находить, по аналогии с грантом и другими подобными. Да? Значит, судя по документации, что нам еще нужно сделать, это сделать grant update в самом движке. Да? Я тоже увеличу. Нужно сделать grant update в самом движке. Я стопану аппликацию, чтобы не заморачиваться кучей окон. Grant update просто генерирует конфигурацию, в которой указано, где что брать, особенно для клиент-сайта. Вот. Ну и еще одна особенность, так как по умолчанию с сорсом не идет никаких баз данных, а этот плагин и некоторые другие могут их требовать. В случае зависимости и в случае этого плагина нам нужно иметь CouchDB, и, собственно, тут тоже есть описание настроек, как это можно сделать. Как указано, нам нужно в User Options внести конфигурацию с путем до нашего CouchDB сервера, будь то локального, будь то удаленного. Ну, естественно, стоит помнить, что если вы на удаленное направляете, Couch должен принимать cross-origin запрос. Значит, мы открываем наш User Options.js. Тут содержится содержимое по умолчанию, которое приходит, собственно, при инициализации со всей документацией, которая тут есть. Как мы видим, нас просят в модуль Options, да, в объекте Assets добавить поле Couch и указать, собственно, сам сервер. Да. Я буду использовать наш сервер, который уже есть. Вот то же самое можно локально поднять его очень простым способом. Да. Я думаю, вы сами с этим разберетесь, не будем заморачиваться с этим. Вот. Ну и по сути, чтобы установить этот плагин, нам больше ничего не нужно. Ну и один раз установив путь до CouchDB, нам и больше не нужно будет заморачиваться с этой настройкой ни для кого другого. Запускаем данную аппликацию и смотрим, что на нашей документации появилось. Вот, собственно, плагин, который мы установили. Он что делает? Он позволяет в каждой спеке указывать статус, да, который по рефрешу будет сохраняться, и который каждый член команды сможет видеть, по которому можно будет потом сортировать какие-то документации, какие-то спеки в каталоге, ну и как-то отслеживать workflow разработки ваших компонентов. Собственно, это же самое указано и этот же самый скриншот указан и на самой странице спек-статуса, плагина спек-статус, да. Это один из официальных плагинов, которые делают некие специфические вещи, не заложенные по умолчанию в ядро движка.
То есть мы все время придерживаемся такого подхода, что ядро движка максимально простое, предоставляет просто API для всего, что вам нужно будет построить над ним, а все, что кастомное, все, что касается нашего непосредственного workflow, мы выносим в плагины. Некоторые плагины мы выносим в open source, если они имеют ценность для сообщества. Некоторые плагины мы держим просто внутри. Собственно, помимо Spec Status, подготовленный для быстрой установки еще один плагин CrowdVoice, который позволяет на любой странице оставлять какие-то пометки, типа комментариев, которые тоже будут сохраняться в базу данных и будут доступны всем членам вашей команды. Устанавливается тоже таким же самым образом. Нам нужно сделать npm install нашей папки user, да, и сделать опять грант для того, чтобы собрать конфигурацию. Собственно, сделали грант, запускаем данную аппликацию. Как тут указано, нужно тоже установить CouchDB, но он у нас уже настроен, поэтому мы заморачиваться заново с этим не будем. И после установки этого плагина мы видим дополнительный тоглер в нашей боковой менюшке, куда, собственно, выводятся обычно все включатели плагинов. И включив сам плагин, мы видим поле ввода, куда мы можем ввести любой текст, и который после рефреша, собственно, останется доступным. В данный момент эта версия содержит в себе самый базовый функционал, но CrowdVoice уже в ветке 0.3, да, на странице самого плагина, как мы видим, да, уже в ветке 0.3 имеет поддержку Markdown, имеет больше оформления, да, и будет иметь больше защиты от всяких XSS, которые вы можете сделать сами же себе. Да. Так вот, получается, что все плагины включаются или с тамблером каким-то, да, или просто сразу же отображают свои контролы в других местах, в случае как со спек-статусом. Ну и такие плагины вы можете очень легко делать. Из чего они могут состоять? Они могут состоять как из только клиентской части. Как видим, в assets.css мы имеем единственный index.js файл, в котором описана вся логика работы этого плагина. Он использует вызов корневых модулей source, да, как API, и потом проводит какое-то действие уже при запуске в движке. Так же самое некоторые плагины, как, например, Bubble, могут иметь в себе и серверную часть. Все в движке делится на assets, да, клиентскую часть, и на core, серверную часть, которая запускается с Node.js аппликацией. Ну и плагины еще могут иметь как и assets, где тоже есть index.js, да, как в предыдущем примере. Также они могут иметь и core index.js, в котором будет иметься код, который автоматически при установке плагина будет инклюдиться в аппликацию и инициироваться при старте приложения. В этом плагине еще нету до конца оформленной инструкции по установке, но в ближайшее время это тоже сделаю. По сути, плагин работает, можно по аналогии с другими тоже его спокойно подключить. Source.js Bubble плагин позволяет оставлять комментарии в любом секции с примерами кода. Да, сделано это в основном для взаимодействия с дизайнерами, чтобы можно было прямо в одном месте как-то обмениваться сообщениями и прямо во время разработки верстальщику видеть комментарии, которые напишет или менеджер, или дизайнер. Ну и самая клевая штука заключается в том, что так как мы разрабатываем прямо в документации, да, как я показывал ранее, разрабатывая кнопку, мы сразу видим результат в самой документации. Мы можем спокойно дать нашим коллегам прямую ссылку на наш локально поднятый сервер, и таким образом смогут люди комментарии оставлять прямо во время разработки. То есть за соседним компьютером может человек делать просто рефреш и видеть, как появляется новое состояние кнопок, да, как происходит верстка, и сразу помечать и оставлять какие-то замечания. Значит, покажу, как работает настроенный production environment у нас. Да, OKPME – это наш внутренний адрес, недоступен из внешней сети. Собственно, это является нашим продакшн-сервером для спецификаций. Тут, как я говорил ранее, поднята такая же самая версия source, как мы поднимаем локально, просто на другом сервере. Запущена, если так вкратце поговорить про конфигурацию, запущена эта продакшн-среда на
Ubuntu сервере обычном с помощью Forever запущено Node.js приложение, ну и по крону делается просто git pull, чтобы получать каждый раз последнюю актуальную информацию с того, что находится в репозитории со всеми нашими спеками. Да? Значит, так выглядит наша главная страница движка. Тут мы видим основной каталог по примеру того, что мы видели при разворачивании сорса. Можно посмотреть, как выглядит набор всех стандартных компонентов, которые у нас существуют в нашей библиотеке компонентов. Да? Тут, собственно, фильтры, которые скоро тоже придут в стабильном состоянии 0.4 после того, как она выйдет из беты. Можно скрывать и показывать тамнейлы. Да? Пока что тамнейлы можно делать вручную. Или же потом снимать это автоматически с Phantom.js. Этим мы тоже занимаемся, и вместе с 0.4 стабильной версией это и будет. Как я упоминал, один из сценариев использования статусов – это фильтрация по ним. Да? Мы можем отмечать, например, только спеки, которые находятся в статусе «готово», да? Ну, или в статусе другого типа, как «готово для стандартной имплементации». Как в E3C стандартах готово для имплементации, когда все готово, осталось только сделать шаблоны и внести это в мастер-аппликацию. Собственно, так выглядит наш каталог. По каталогу тоже есть поиск, доступный отовсюду. Да, мы можем найти любые кнопки, мы можем найти полностью любые компоненты, которые у нас существуют на файловой системе в папке user. Да. Все то же самое, ровно то же самое доступно и тут. Мы можем найти нашу specs button, можем найти все, что находится в документации. Все это обновляется по ходу прямо из Node.js аппликации. Сейчас я приду, собственно, в нашу документацию кнопок. Да, я показал, как мы делаем, как можно сделать с Bootstrap базовую конфигурацию и базовую спеку. А сейчас покажу, как выглядит, собственно, реальная большая документация по всем кнопкам. В документации мы описываем максимально все состояния, любые примеры, которые могут пригодиться в использовании того или иного компонента. В данном случае можем показать, как кнопка выглядит в использовании с инпутом, баттоном, ссылкой и так далее. В этой же самой документации на одной странице мы отмечаем другие состояния, да, вот как с модификатором big. Да. Также мы можем видеть какие-то выключенные состояния. И все это на одной странице, да, что нам помогает, во-первых, очень легко тестировать верстку всех состояний при разработке компонента. Все, что нам нужно сделать, это внести изменения и поскроллить страницу. Да. Так же самое можно тестировать в разных браузерах, не повторяя весь сценарий тестирования на продакшене. Собственно, тут мы видим тоже включенные плагины, чуть больше, чем я показал в примере с нуля. Вот, собственно, плагин баблов, который мы вызываем таким образом, и можем оставить какое-то сообщение нашим коллегам. Все баблы сохраняются, да, по умолчанию они схлопнуты, включаются они таким образом. Ну и пока что через год режим можно их удалять. Вот, и баблы тоже находятся в таком достаточно портативном состоянии, но нет. Ну, к 0.4 мы тоже готовим стабильный релиз, и в первом комплекте плагинов это будет уже присутствовать и готово для использования публично. Я показывал уже ранее наш плагин CrowdVoice. Тут как раз используется продвинутая версия, в которой есть Markdown, если я ничего не путаю. Ну, собственно, да, видим, что работает Markdown. Видим, что после рефреша остается текст необходимый, да, нам. Вот, ну и удалить это может таким же самым образом. Из всех еще плагинов, которые я вам не показал, но и существует, это плагин зависимостей, плагин, который высчитывает зависимости документации и предугадывает и создает кросслинки между документациями. В данном случае он, проанализировав то, что находится на этой странице, догадался, что на этой странице используются следующие стандарты, к которым мы можем попасть тоже, перейдя по ссылке просто в другую спецификацию. Например, текст с иконкой, который тоже присутствует в нашей библиотеке компонентов. Ранее мне задавали вопрос, как можно показывать динамику, да, так как это живой стайл-гайд, да, это не просто статичный пример картинки, да, все можно заховерить, все можно посмотреть, как работает. И так как это просто HTML-страница, которая просто шаблонизируется и оборачивается в веб-приложение,
Мы можем тут делать любые JavaScript примеры. В данном случае мы видим пример прогресс-бара с навешенным на него JavaScript чисто для демонстрации. То есть JavaScript, который используется в спеках, может быть чисто только для демонстрации и не использоваться самой мастер-аппликации. Как я упоминал, связка работы у нас такая. В движке может храниться некий description, да, могут храниться тестовые данные, вызовы шаблонов с этими данными, может храниться какой-то demo.js. Да. В мастер-аппликации не обязательно синкать все полностью. Да. В мастер-аппликации должно быть только то, из чего строятся потом компоненты, и из чего они потом вызываются, собственно, в вашем основном приложении. Так вот, двигаемся дальше, посмотрим, есть ли какие-то вопросы. Еще один запуск на Windows тоже можно рассчитывать как успех. Значит, про документирование анимации. Да, смотрю, уже вопрос отпал. Но немного подробнее могу ответить. Тут на усмотрение самого разработчика, да, можно сделать такую демонстрацию, можно написать текстом это, да, можно сделать динамику, которая будет доступна по клику. Все это на ваше усмотрение. И так как, опять же, напомню, да, разрабатывая в документации, мы можем регулировать. Захотим мы больше добавить описание, больше демонстрации, мы это можем сделать. Если не хотим, мы можем просто оставить минимальную конфигурацию без никакой демонстрации дополнительной. Если у вас, например, там дедлайн, и вы просто хотите быстро разработать компонент и сразу же его сдать. И даже если вы будете в режиме дедлайна быстро что-то разрабатывать, у вас в любом случае это останется в виде документации, хоть базовой, хоть без никакого дополнительного описания, но тем не менее уже полезная для вашей команды, уже структурированная в общую базу компонентов. Так, смотрим. По вопросам больше пока ничего нету. Значит, пойдем дальше по нашему сценарию. Так, еще один вопросик, и тогда точно дальше пойдем. Значит, чтобы работал при просмотрах hover state, кнопки, специальные классы стиля. Но в любом случае hover state можно оформить с помощью обычного ховера, да, с помощью обычного псевдо-класса, да, и просто hover CSS наставить. Ну, если ваш блок использует именно при наводе добавления каких-то JS-классов, это тоже все можно спокойно использовать, так как на этой странице можно исполнять все, что угодно, можно исполнять любое кастомное, и можно исполнять любые скрипты из вашей основной мастер-аппликации. Так вот, двигаемся дальше. Мы посмотрели плагины. Значит, вопрос про организацию структуры в source, если проектов несколько. Не раз звучал этот вопрос, достаточно логично, если вы разрабатываете сразу несколько проектов, да, если вы аутсорсите или вы просто имеете несколько продуктов в вашей компании, логично иметь один инстанс сорса и, собственно, несколько библиотек, компонентов описывать в одном инстансе. Это все очень просто может сделать тоже. Да. В данном случае мы имеем только один каталог, да, который называется specs. Мы можем спокойно этот каталог продублировать, да, и сделать... Секундочку, немного запутался, где мы находимся. Так вот, мы находимся в папке user, вот та самая specs, да, которую я показал вам тут. Мы можем сделать любую структуру, да, например, назвав отдельно это проект 1, да, сделав какой-то дополнительный проект 2, и можете спокойно разложить там кнопки разных проектов в разные места. Да. Пока что в движке в самой инфраструктуре движка нет возможности очень тщательно и удобно ограничить поиск по всем компонентам, так как все, что мы вот тут надублируем, да, в проекте 1, в проекте 2, будет искаться в глобальном скопе, так сказать. Да? То есть мы в поисках кнопки, секундочку, пока обновится, мы в глобальном поиске будем сразу видеть
все компоненты. Если вам это не мешает, вы можете уже и сейчас спокойно это использовать. Да? С 0.4 мы улучшим возможности настройки самого поиска и сможем ограничивать скоп, чтобы, например, зайдя в раздел Project 1, да, который тоже уже вот доступен прямо в движке, чтобы ограничивать скопы, мы тоже поработаем над этим, чтобы можно было именно искать тут только все, что относится к проекту 1. Да. Таким образом, можно иметь кучу разных проектов, можно иметь кучу разных библиотек, и все это организовывать на одном инстансе source. Значит, следующий вопрос, который тоже был заготовлен заранее, это как работать с Хамлом, Slim, Jade и другими препроцессорами-HTML-шаблонизаторами. Тут на самом деле все очень просто, так как source не ограничивает вас никакой собственной структурой, никакими определенными препроцессорами. Что вы можете сделать? Имея по умолчанию индекс src или индекс HTML, который мы можем использовать в качестве конечного контента для движка, так как используя самый обычный файл, как я сказал, да, или src, или HTML, мы можем их спокойно генерировать с помощью любых ваших скриптов, автоматического процессинга и так далее. Как это может выглядеть? Мы можем сделать папку src, в которой мы, например, будем хранить все наши исходники, да, с не индекс src, да, и HTML, а вот с каким-нибудь HAML и так далее. Вот. И таким образом с помощью любого гранд-таска или с помощью любого инструмента, который будет вам осуществлять процессинг этого шаблонизатора, вы можете просто все из src, да, вот те же самые из исходников Project 1 и Project 2, переносить все обратно в уже скомпилированном виде в папку user, да, или папку specs, куда вам удобнее. То есть, по сути, без никаких ограничений можно использовать любые препроцессоры, организовав это таким образом. Кстати говоря, если рассматривать интеграцию source плюс BEM компоненты, демонстрацию которой я тоже сделаю в ближайшее будущее после релиза 0.4, в этом случае, так как BEM имеет всю документацию прямо в себе, прямо рядом со своими компонентами, можно использовать просто некий интерфейс, который из исходников BEM-документации, а там очень подробно вся информация доступна, полностью о всем, что из себя представляет блок, с помощью какого-то интерфейса можно просто генерировать, опять же, те итоговые индекс src файлы, которые движок будет потом у тебя хорошо воспринимать. То есть из исходников в виде JSON и каких-то raw HTML файлов с примерами из BEM-блоков мы можем спокойно генерировать один index.src файл и так же самое его видеть в самом движке. То есть что у нас будет получаться? Мы можем сами кнопки иметь в BEM-библиотеке компонентов, а движок source использовать только для представления этих компонентов и именно как общее место для взаимодействия команд. Так как текущее состояние документации BEM-компонентов, которая существует в стеке BEM-инструментов всех, она очень ограничена в плане использования не только разработчиками, а дизайнерами, менеджерами и так далее. То есть нет общей навигации удобной для всех, да, нету всех плагинов, которые я перечислял. Ну и так как мы не конкурируем никак, а выполняем разные задачи, можем одновременно вместе существовать. В целом я бы назвал это идеальной комбинацией, если вы используете BEM для создания хорошей библиотеки компонентов, именно хорошо структурированной, где по полочкам разложены все компоненты со всеми технологиями. Используя BEM и описывая и конвертируя просто в source результаты для вашей команды, дизайнеров, и для того, чтобы можно было взаимодействовать с различными плагинами, вы получите очень идеальную связку, где как раз можно будет даже разрабатывать
просто на отдельных страницах, а автоматически генерировать source-документацию просто под ваши нужды. Так, посмотрим опять вопросы. Ничего нового у нас нету. Пойдем, значит, дальше по нашему списку. И состояние документируем. Я уже это описал. Как я показал, страница документации кнопок. Тут мы документируем максимум состояний. А также мы можем на одной странице показывать и примеры комбинации нескольких блоков, то есть как кнопка выглядит в контексте портала. Да? То есть мы можем вызвать шаблон аватарки пользователя, шаблон менюшки и шаблон кнопки, при этом показав, не дублируя ничего, так как мы используем уже готовые шаблоны, не дублируя никакой исходный код, а создавая только описание, да, которое включает в себе информацию о вызове определенных компонентов и данных, мы можем показывать примеры как угодно в любых спеках. Ну и, собственно, через плагин Spec Dependencies мы потом можем видеть, что используется в каждой отдельной документации. Как мы видим тут, да, в странице кнопок, мы видим не только кнопки. Тут используется стандарт и компонент текст с иконкой, да, меню пользователя, главный аватар, который я показал. Вот. Ну и есть отдельная документация реакции на hover, которая больше существует как стандарт верстки, так называемый, внутри у нас, что по сути является обычным сниппетом, который как OCSS компонент можно использовать. Да, если мы посмотрим show source, так, если мы посмотрим show source, мы можем видеть, из чего состоит, собственно, сам компонент. А состоит он из show hover и quoted target. Так вот, значит, подвигаемся дальше. Про анимации мы тоже посмотрели. И про dev-ветку я тоже уже рассказал. Еще раз напомню, да, собственно, все, что касается Source.js, хранится на GitHub. Очень много репозиториев хранится в самой организации, собственно. В основном репозитории хранится код движка. В мастере хранится последняя наша версия. И вот все dev-бранчи можно видеть прямо на ходу. Как указано в README, да, текущая 0.4 dev-версия находится, собственно, в этом бранче. Тут находится то, что используем мы у себя, то есть работая с source, мы все время находимся на последней версии nightly сборкой, таким образом сразу же обкатывая все изменения, которые мы делаем. Да? Вот. Ну, как я говорил, можно все время следить, использовать это, делать pull-реквесты и всячески участвовать, так как все issues у нас хранятся тоже все в одном месте, все делается максимально публично. Так, что же еще показать? Я хотел бы услышать еще ваших вопросов, потому что список заранее подготовленных у меня уже закончился. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы в чат, задавайте вопросы в Twitter, так как мы пока находимся в режиме онлайн, я сразу же смогу ответить. А дальше, если вопросы появятся позже, уже я буду на них отвечать по почте, да, по Твиттеру отдельно. Просто уже не вживую, без какой-то демонстрации. Значит, сегодняшнее мероприятие, как я указывал ранее, было организовано просто для того, чтобы показать в максимально свободной форме все, что умеет движок, как это все работает. В любом случае, это не отменяет создание скринкастов, где каждый отдельный сценарий будет написан более подробно и оформлен уже в каком-то продакшн режиме, а не так спонтанно, как это происходит сейчас. Просто это сложнее и требует больше времени, что не очень легко совмещается с основной разработкой, да, когда мы спешим выпустить 0.4. Так, еще есть вопросы, как документировать адаптивные блоки. Да, очень хороший вопрос. Собственно, я об этом забыл и пропустил. Для этого есть очень клевое решение, которое называется у нас внутри Clarify. Собственно, Clarify позволяет из любой документации, например, из документации кнопок, вытащить полностью любую секцию, да, будь то первую, будь то группу каких-то компонентов.
и вывести все компоненты, вывести их верстку в отдельное окно, да, где мы уже сможем тестировать responsive, да, так как тут уже окно у нас резиновое, а не ограничено какой-то шириной. Вот. Ну и сам модуль Clarify имеет не только шаблон, который мы видим сейчас с какими-то контролами, да, он может иметь шаблон Clear, где вообще без ничего лишнего мы видим только компоненты, да, плюс мы можем убрать саму обертку. Сейчас открою документацию, немного не могу вспомнить сходу синтаксис. Открою документацию, собственно, самого Clarify, которая доступна на source.js.com. И где наша обертка? Вот, собственно, конфигурация нашей обертки, которую мы можем спокойно также и убрать. То есть, если мы хотим посмотреть просто какой-то компонент в чистом шаблоне и без обертки, мы можем сделать такой URL, который показан нам только компонент в чистом виде. Собственно, пока что настраивается вручную таким образом. Уже на подходе плагин, который позволит прямо из самой документации, кликнув на какой-то элемент интерфейса, открыть текущий блок в отдельной странице. Также мы сделаем, чтобы максимально удобно можно было готовить свои темплейты. И, например, компоненты, которые мы видим тут, да, которые мы видим в самой библиотеке компонентов, выводить не просто на пустой экран, а выводить, например, на страницу Одноклассников, да, выводить прямо там в центральную колонку, ну или выводить вам в любое другое место. Так или иначе, мы ставим большой акцент на Clarify, чтобы можно было максимально гибко использовать и тестировать компоненты по отдельности, да, не только в скопе всех остальных. Так, вопрос про Emmet. Не совсем понимаю, как это связано с разработкой в движке, но тем не менее отвечу. Emmet и Live Template и все что угодно можно использовать прямо из вашей IDE, и так как мы работаем, по сути, с обычным HTML-файлом, да, мы можем использовать тут любые комбинации, как Live Templates, да. У нас, кстати, есть набор Live Templates, которые вот эту разметку сорсовскую как раз и создает, да, то есть можно создать новый section спокойно через Live Templates, да. По сути, он работает по аналогии с Emmet. Мы просто пишем какое-то ключевое слово и разворачиваем его потом в какой-то код. Ну, собственно, Emmet и можно использовать спокойно в любом редакторе. Следующий вопрос насчет интеграции с Gemini. Тоже очень-очень в тему. Кстати говоря, я уже игрался с ним, и он есть в нашей основной библиотеке. И сейчас я покажу, как вообще выглядит структура проекта у нас, да, и как выглядит оформление всех наших спек, используемых в нашей команде. Собственно, это проект в идее, которым пользуемся мы с командой верстальщиков-одноклассников. На Одноклассниках тоже мы видим то же самое, что мы развернули с нуля. Это сам движок, да, это Asset Score, документация, и вот наша папка User, которая хранится в другом репозитории. И тут, собственно, мы видим, что можно иметь много каталогов. В данном случае мы имеем каталог Base, где есть все Base-компоненты, да. Мы имеем каталог Projects, да, где мы имеем тоже еще кучу других проектов. Вот. Ну и помимо этого еще есть эксперименты, есть еще прототипы. Все хранится в одном месте, и причем не все компоненты должны именно быть спек-страницами, да, в терминах source. Они могут быть просто какими-то статичными HTML-файлами, не имеющими никакой связи с основным движком. Просто хранятся в одном репозитории, в одном месте, удобном для команды. Ну и возвращаясь к вопросу с Gemini. Собственно, Gemini конфиг у меня уже тут существует. Для тех, кто не знает, что такое Gemini, это инструмент для image regression, для осуществления image regression интерфейса, именно тестирования по image regression. И как раз сейчас можем продемонстрировать, как это работает.
открою наш текущий проект, да, который я вам показывал в IDE-шке сейчас. Выключим source в соседнем окне. Вот. Ну и запустим тут, собственно, сам Gemini. Кстати, да, его нужно сначала обновить. Не install, а update. Обновим сначала Gemini. Для Gemini требуется запуск отдельно сервера или Phantom, или Selenium, если вы хотите запускать тесты в каких-то различных браузерах. Так, собственно, как запускается Phantom, я сходу сниппет не помню, поэтому я обращусь к одной из своих шпаргалок с мастер-класса, на котором я как раз показывал пример. Так, собственно, мы запустим наш Phantom.js как сервис, который требует Gemini. Да? Кстати говоря, Phantom.js шипится с самим сорсом, так как его использует Clarify, так что можно запускать его оттуда же, как мы сделали. Вот. И Gemini каким образом запускается? Первый Gemini Gather собирает в папке. Сначала нужно запустить сам проект, я его не запустил. Мы запустим именно локально нашу библиотеку компонентов. Сейчас мы проверим, что она существует, все с ней нормально. Собственно, вот локально поднятая библиотека компонентов, которую я показывал вам в примере продакшена. Она тут поднята, да, вы видите методологии. И, собственно, из папки user, да, в которой хранится наш Gemini config, мы запустим Gemini Gather. Gemini Gather что делает? Он собирает эталонную версию скриншотов текущего правильного состояния и генерирует нам, собственно, скриншоты того, что он увидел, из того, что он увидел. Складывает он все это в отдельную папку. Да. У меня написан тест button.js, который открывает, собственно, спеку баттона, открывает ее с помощью Clarify и делает скриншот полностью всего из того, что выводит Clarify. Ну и в данном случае мы видим такой вот скриншот, да, где сфотканы полностью все кнопки. Таким образом, мы можем спокойно проводить тестирование с помощью Gemini на основе библиотеки компонентов. Ну и по сути, image regression тестирование лучше всего вписывается как раз в вариант использования библиотеки компонентов, когда у вас все разложено по полочкам, а вам не приходится фоткать всю страницу, где больше возможности увидеть что-то сломанное. То есть если сверху на скриншоте что-то поедет, да, там чуть больше текста станет, блоки все сместятся, и сравнивание картинок уже сломается. Кстати говоря, раз мы уже подняли эту тему, посмотрим, как происходит разработка в нашем случае в комбинации с одноклассники веб-модулем. И попробуем, например, сломать тест с кнопкой, имитировав какой-то плохой рефакторинг, например. Да? В данном случае я открыл, собственно, проект одноклассники веб. Перейдем в наши стили, которые, как я говорил, используются у нас прямо из Одноклассники веб, да, и поправим стили кнопки. Например, мы делаем больше пэддингов, да, и так как у нас это используется стайл, все нужен отдельный процессинг, я сейчас беру стили из Одноклассники веб. Так. Беру стили из Одноклассники веб. По сути, для этого у нас тоже watch-task есть, просто он сейчас не был запущен. Мы, значит, поправили стили кнопки. Стили, заметьте, они находятся в проекте Одноклассники веб, а смотреть результат мы будем именно в нашем локально поднятом сорсе. Ну и, собственно, что мы видим? Мы видим, что стили применились, да, мы поправили паддинг, да, можем еще больше его сделать, чтобы было видно изменения. Так, сделаем заново сборку стилей сначала. Ну или можно было запустить там RunWatch, просто сразу я это не сделал, но по сути только для этого примеров там нужно. Ну и мы видим, что паддинг стал еще больше. Значит, запустив Gemini тест еще раз, мы увидим, что... Так.
А, ошибся. Мы увидим, что Gemini тест упадет, просто потому что, сравнивая с эталоном, уже будет другой вид. Да? И сейчас я покажу вам, как, собственно, можно сгенерировать отчет с Gemini. С помощью флага reporter HTML мы получим тоже упавший тест и получим некий отчет в виде Gemini Report, да, который будет выглядеть таким образом. Мы видим исходное состояние, которое мы сфоткали с Gemini Gather, мы видим текущее состояние, видим div, да, что компоненты сломаны. Так, ладно, слишком сильно углубились мы в Gemini. Посмотрим, что еще из вопросов у нас есть. Про Gemini мы посмотрели. Да, насчет того, где мы храним верстку и где мы ее держим, это в папке user. Да. Еще раз напомню, что у нас в проекте Source есть сам движок Source на первом уровне, есть папка user, в котором рекомендуется иметь другой репозиторий. То есть получается, что ваши все настройки для движка, ваши все спеки, да, как в нашем случае, они хранятся именно в отдельном репозитории в папке user. То есть папка user – это то, что относится непосредственно к вам. Да. Все остальные файлы, которые находятся в source, в корне source, assets и core, вам править даже не нужно. Да. Все вы можете переопределить с помощью своих настроек. Да, то есть вот в данном случае мы видим настройки, которые мы используем у нас, преопределяющие. Вы можете использовать локальные настройки для непосредственно вашей машины, да, то есть чисто для вашего компьютера, где файл local options есть. Вот. Ну и из папки users мы можем переопределять всякие вещи, как шаблоны для шаблонизатора, то есть по такой же самой структуре мы в корне имеем views spec.js, да, именно в ядре движка, да, а в папке user views spec.js перебивает. То есть структура максимально та же самая, и переопределение работает для многого таким же самым образом. Плюс, если мы хотим расширить серверную часть, из папки user мы имеем app.js, который тоже мы инклюдим в движке, и при старте аппликации тоже все кастомное наше подключается. Можно настраивать любые руты, да, у нас тоже есть большой файл с рутами, который правильно из движка в source направляет все запросы за ресурсами, да, за CSS-ками, за картинками в нашу мастер-аппликацию, да, то есть в то, что мы видим в данном месте. То есть с помощью кастомных рутов мы можем настроить, чтобы все запросы за ресурсами шли вот в эту папку. Так, Node.js позволяет настроить раздачу ресурсов, по сути, из любого места. Тот сценарий, который мы используем для разработки, я тоже опишу в документации, потому что это требует достаточно много времени, я сразу это не смог подготовить к сегодняшнему дню. Ну, так или иначе, это обязательно ждите. Так, еще один вопрос про связку с дизайн Lego проектом. Давайте тоже обсудим, раз время у нас уже есть. Но в любом случае мы ограничимся где-то 2 часами, чтобы сильно всех не задерживать и слишком нудным все мероприятие не делать. Вот. Посмотрим дизайн Lego, который упомянули в чате. Кто не в курсе, это наш проект с хакатона, который мы пока что показали в виде демонстрации. Просто на YouTube. Да, вот эту ссылку я скину в наш чат, чтобы все могли посмотреть. Да, я не буду делать некий инсепшн. Ой, тут, кстати, так красиво все сразу развернулось. Да? Можете посмотреть демонстрацию работы Lego. Вкратце объясню суть работы Lego. Дизайн Lego – это некий интерфейс, который использует API из Source.js. API это будет доступно в стабильной версии 0.4. API дает как раз полностью всю информацию о компонентах, которые есть в движке. То есть так же самое, как и с Clarify, мы можем вытащить кнопку, да, так же самое мы из API можем получить HTML этой кнопки, чтобы потом его использовать в интерфейсе для прототипирования. То есть получается, что мы в интерфейсе для прототипирования имеем
отдельную колонку со всеми компонентами, которые у нас есть в реальной библиотеке компонентов, да, и потом мы можем с помощью обычных drag-and-дропов или кликая на выбранные компоненты, которые у нас, опять же повторю, есть реальные библиотеки компонентов, делать прототипы такого вида, где мы вот используем все именно готовое. Вот. А сам дизайн Lego мы будем дорабатывать до состояния, в котором его не будет стыдно показать в open source в середине августа. Ну и где-то к концу августа вместе с 0.4 релизом мы выпустим и стабильную версию дизайна Lego. Дизайн Lego будет как сопутствующий проект существовать рядом с Source, но по сути он не завязан на сам движок Source, потому что вы можете готовить для этого инструмента любые данные самостоятельно, откуда вам удобнее. Да? Ну, просто комбинация с Source он не требует никаких дополнительных настроек и будет работать сразу же из коробки. Так, окей. Значит, по вопросам пока что ничего нет. Постараюсь вспомнить, что я еще не затронул. Значит, вот наш проект в Одноклассниках, да, все бейспеки, спека кнопок, она выглядит так же самое, как я показал в первичном демо. Как я говорил, что как и .src файлы можно использовать, так и .html файлы можно использовать без никакой шаблонизации, где вы просто пишете HTML, который в дальнейшем дорабатывается веб-аппликацией, который, собственно, Source.js и является. Не рассказал я про InfoJSON. InfoJSON – это информация, которая содержит в себе что-то самое основное, да, и, собственно, по этому InfoJSON есть отдельная документация в Source.js. Сейчас мы зайдем, посмотрим сразу же. Поэтому есть документация в Source.js, где описаны все возможные поля, которые могут существовать в InfoJSON. Ну и в InfoJSON мы оставляем такие вещи, как title, как автора, что используется при парсинге навигации. Да, мы можем использовать разделение на всякие категории и добавлять любую метаинформацию для различных собственных нужд. Да. Сегодня же я добавил возможность использовать для любой спецификации кастомный шаблон. Да, если вы знакомы с Jekyll, там по такому же самому принципу работает определение шаблонов. И, например, для speaky button вы можете использовать один EJS шаблон, который у вас будет лежать в user views. Да. То же самое вы можете сделать кучу шаблонов буквально на каждую спецификацию, да, называя их вот таким образом. То есть, если вы в InfoJSON укажете, что спека button, да, она использует template button, в таком случае будет браться именно вот этот шаблон. Да, то есть это значит, что вы для каждой спеки можете спокойно настроить шаблон. Тут мы тоже будем работать над конфигурацией, чтобы можно было на каталог поменять все шаблоны. Как раз для того кейса, если вы в одном source инстансе описываете несколько различных проектов. Да, и для каждого проекта, возможно, вам нужен будет отдельный шаблон, так как в каждом проекте вы будете подключать свои стили. Да. Вот, кстати говоря, как подключение стилей выглядит в Одноклассниках. Мы подключаем Data.res CSS Portal. Да. В случае с базовым вариантом мы подключали как раз вот DataDocs Project, да, из именно документации. В этом случае мы имеем наш кастомный CSS файл, который содержит в себе что? Так, Data.res CSS Portal. Он содержит в себе все импорты наших всех основных стилей. Да. Они могут быть подключены или таким же самым путем, если они будут симлинками сложены где-то рядом, или, как в нашем случае, они идут на URL res, который мы потом с помощью Node.js, да, в папке roots, как я показывал, перенаправляем на мастер-аппликацию. То есть REST CSS – это то, что у нас есть в Одноклассники Web, да, вот наш REST CSS в Одноклассники Web. Из source мы можем просто все запросы на REST CSS отправлять спокойно в другую папку. Вот я об этом уже
показывал, и, собственно, как это работает, немного показал. Настраивать это очень легко, да, так как, используя Express для Node.js сервера, мы можем спокойно указывать, для какого пути какую папку использовать. То есть вот тут мы как раз видим конфигурацию, что для всех запросов на папку res, на папку res.css, все запросы мы отправляем на другую папку, которая как раз и ведет к одноклассники web res.css. Так, что еще? Очень явно человек хочет получить ответ на свой вопрос. Значит, насчет Lego и возможности трансформировать блоки в интерфейс как Macau. На самом деле очень хочется в будущем иметь возможность разработать, например, новый блок в виде независимого компонента с BEM или в любой другой инфраструктуре, описать всю документацию в source и потом, например, сконфигурировав из дизайн Lego, все в один какой-то прототип, экспортнуть это в Macau, да, а Macau является инструментом для разработки дизайна в браузере. Экспортнув это все в конце в Macau, получить возможность кастомизировать наши реальные компоненты, то есть работать дизайнерам, позволить работать именно с реальными компонентами, которые разработаны. Пока что в Macau, насколько мне известно, нет возможности импортировать какой-то кастомный HTML. Ну, в любом случае можно просто ручками скопировать HTML. Я думаю, в будущем, точнее, даже не думаю, а я 100% уверен, что комбинация библиотек компонентов с инструментами для дизайна в браузере обязательно появится. Насчет самодокументирования CSS с помощью CSS, да, и StyleDoc, который делает примерно то же самое. Да. На самом деле, помимо CSS и StyleDoc есть еще куча похожих инструментов. Вот. Кто не в курсе вопроса, не в курсе этих инструментов, CSS и StyleDoc позволяет в комментариях CSS писать саму верстку, например, таким образом, да, мы можем просто в комментарии указать div класс button pro, да, который мы описываем тут же в CSS-файле. Вот, и CSS, то же самое, как и StyleDoc, да, сейчас укажу, чтобы это было понятно, как пишется. StyleDoc, вроде бы вот так это писалось. Эти оба инструмента позволяют из такого CSS с такими комментариями, да, содержащими HTML, генерировать автоматически разметку. Проблема в том, что таким образом не очень удобно будет работать по схеме разработки прямо в документации, так как HTML нам придется писать в CSS, да, что далеко не очень удобно, без подсветки. Также есть проблемы с тем, что библиотека компонентов должна быть максимально синхронизирована. Да, то есть не зря это называется Living Style Guide. Living как раз подразумевающий то, что, внося изменения в коде, в шаблоне, в HTML-шаблоне, вы должны видеть сразу в Living Style Guide все изменения. А если вы будете в CSS дублировать HTML, который вы по-настоящему используете в шаблонах, вы не сможете добиться такой максимальной синхронизации. Вот, но так или иначе, у нас есть планы тоже написать плагины для какого-то из похожих инструментов, которые позволят генерировать из CSS готовую страницу с разметкой для source. То есть вы сможете документировать, по сути, CSS именно в стиле CSS и StyleDoc, но на выходе получать не их простенькие output документация, да, где обычно все ограничивается одной страницей, как в Bootstrap, да, например, документация Bootstrap, вот, и больше никаких плагинов. Вы сможете иметь на выходе как бы полноценные документации, совместимые с source, вместе со всеми возможностями плагинов, Clarify и так далее. То есть тут никаких конфликтов нету, использовать можно будет так и так, демки обязательно я буду готовить. Да? Но я бы не рекомендовал использовать, если вы хотите именно максимальной синхронизации, именно максимально качественный результат. Но для понижения порога вхождения, опять же, да, можно писать сюда HTML. Особенно если вы фрилансите и хотите просто набрать
библиотеку сниппетов, которую вы реиспользуете из проекта в проект. Вы можете это писать в сорсе без никаких шаблонов, просто складывая туда готовый CSS, HTML, или, например, через CSS стайлблок описывая всю документацию прямо в CSS-файлах. Так, стараюсь пока еще вспоминать, пока затишье в чате, что же я еще не рассказал. Собственно, про то, как у нас все работает, рассказал, про это рассказал. Показал даже Gemini. Клево, что спросили. Окей, ну, наверное, последнее, что хотел бы показать, раз вопросов уже больше нет, это то, что мы документируем не только кнопки, да, не только базовые компоненты, то есть мы документируем не только стандарты, которые описывают наш внутренний фреймворк, так называемый, да, то есть все, что находится в стандартах, по сути, это наш собственный bootstrap, да, те компоненты, которые мы как бутстрэповские просто комбинируем и потом дорабатываем для создания интерфейсов. Значит, в сорсе именно мы документируем не только базовые компоненты, но мы также самое документируем и проекты. Да? То есть мы можем какие-то более специфичные вещи тоже описывать в сорсе. Точнее, не можем, а мы это полностью все делаем. Все новые интерфейсы разрабатываются именно в сорсе. Что это означает? Сейчас мы зайдем в спеку пользовательских скинов. Да? И, как видим тут, это страница проекта, собственно, в каталоге проект, который мы просто произвольно создали в source-движке. Тут мы видим именно большой интерфейс, который может использовать несколько стандартов. То есть мы можем тут вызывать шаблоны табов, шаблоны каких-то компонентов готовых и комбинировать весь полностью интерфейс в этой странице. И, кстати говоря, эту страницу мы тоже можем спокойно вынести в отдельное место с помощью Clarify. Да? То есть вот таким образом, так, тут у нас шаблонизатор зафейлил, потому что не был включен фантом. Можем попробовать, я не уверен, что в данном случае у нас получится. Нет, наверное, немного другая конфигурация была. Так, еще один раз попробуем, если не получится, то и ничего страшного. Ну, суть в целом понятна на самом деле. Поэтому mob_id. Так, и тут мы можем указать, что будет пользоваться фантом. Да, что-то у него не получается сделать. Ну ладно. В любом случае, суть в том, что с помощью Clarify, так как сейчас версия нестабильная, в стабильной версии будет работать все в порядке, с помощью Clarify мы сможем весь этот компонент вынести в отдельную страницу, мы сможем вынести в любой другой шаблон в виде даже вашего готового сайта. Вот. Ну и, собственно, такой интерфейс, который мы задокументировали тут, который остался тут жить, мы потом можем просто использовать, например, на продакшене. Сейчас я покажу, собственно, пример того, как это выглядит уже на продакшене. То есть на продакшене мы используем именно те же самые компоненты, именно тот же самый CSS, то есть те же самые блоки, все те же самые технологии, которые мы описываем и разрабатываем в нашей спеке в Source. То есть в Source мы просто видим демонстрацию всего того, что мы разработали в общем кодбейсе для основного проекта, для мастер-аппликации. Ну окей, раз вопросов нету, значит, будем уже сворачиваться. Я сомневаюсь, что я рассказал все то, что хотел, но сходу очень сложно придумать и что-то сразу же добавить. В любом случае, задавайте вопросы, да, пишите в Twitter, пишите мне на почту. Все вопросы, которые... Так, Twitter, я заговорился. Все вопросы, которые будут связаны с Source, вообще с чем угодно, можете мне задавать по этим координатам. Да? То есть в Твиттере, на почте. Любые пожелания по улучшению вы можете писать в issues на GitHub. Да? И
Мы всячески открыты для любых запросов по улучшению движка, для создания какой-то экосистемы под ваши нужды, так как инструмент не заточен под решение только наших задач, да, он должен быть максимально гибкий. Так что не стесняйтесь запрашивать что-то, что у вас, например, нет времени разработать, или у вас нет возможности разобраться. Но так или иначе мы движемся к тому, чтобы максимально все упростить и сравнивая, например, 0.3.2 версию с 0.4 бета, которая сейчас есть, стало все сильно-сильно проще. Так как я сейчас сначала думал показывать на примере 0.3.2 установку и так далее, но увидев ту сложность, которая осталась, да, с версии полугодичной давности, я решил, что все-таки я лучше ночь посижу и подготовлю бета-релиз, да, к онлайн-трансляции. Вот. Ну, к чему я это говорю, что становиться будет только проще, да, проще, но не в угоду гибкости. Гибкость – это одна из основных идей, которые заложены в движке. Вообще из основных идей, которые заложены в движке, это именно гибкость настройки, да, чтобы мог каждый под свою среду настроить все необходимое. И второе – это то, что должен поддерживаться сценарий разработки прямо в документации. Ну и, наверное, третью главную фишку я еще отмечу, это то, что библиотека компонентов – это не только инструмент для разработчиков, да, как я показывал, с всеми плагинами типа статусов, типа комментариев. Мы можем создать некую единую точку входа в работу с компонентами и всех членов процесса разработки интерфейсов объединить в рамках одного инструмента. То есть не разрабатывать только для себя какие-то инструменты, а делать штуки для дизайнеров, делать какие-то вещи для менеджеров и так далее. И, кстати говоря, тоже, хорошо, что я об этом заговорил, помимо страниц с документацией, мы также делаем и интерактивные документации, то есть помимо базовой конфигурации спек, мы можем сделать такие кастомные вещи, как, например, стайлбук по стилям, да, который оформлен не в какой-то не в каком-то статичном виде, как это обычно у дизайнеров бывает, да. Вот, например, пример дизайнерского стайлгайда, тут нельзя ничего пощелкать, ну и, собственно, ограничено все в функциональности. Данные стайлгайды можно спокойно перевести в source и сделать именно такие интерактивные документации, как мы их называем, где можно посмотреть все стандартные ссылки, размеры текстов, да, сохранить текущее состояние, да, скопировать буфер обмена и так далее. Пример со стилями, да, где описаны только стили текста, это минимальный пример, но это только начало. Вторая большая вещь, которую мы будем делать, это интерактивная документация по графике, где мы сможем, натравив инструмент на нашу папку с картинками, получить веб-аппликацию, в которой сможем отфильтровать по отдельным размерам иконки, сможем позволить дизайнерам через drag and drop создавать pull request, например, прямо в наш кодбейс, и таким образом сближая еще лучше дизайнеров с реальной библиотекой компонентов в одном инструменте. Так, как боролись с перекрытием стилей компонентов стилями документации? Да, очень специфичные селекторы. Если посмотреть исходный код оформления компонентов самого движка source, можно увидеть длинные каскады. На самом деле там еще не очень идеально, потому что когда мы только начинали делать, еще и препроцессоров не было особо. Вот, скоро мы пересмотрим и сделаем те же очень специфичные селекторы, только в красивых миксинах, ну, может быть, не красивых, но достаточно легких для поддержки миксинах, которые будут вот 100% хорошо ограничивать компоненты, чтобы не было никаких конфликтов. Так же самое, так как раньше были проблемы с iframe, в которые мы можем засовывать, собственно, сами примеры того, что мы видим в документации, сейчас этих проблем может уже и не быть, так что мы еще попробуем эти все части засовывать в iframe автоматически, чтобы вот точно изолировать компоненты. Вот. Ну и относительно еще плагинов, есть идея оформлять это в виде веб-компонентов, да, которые тоже будут позволять изолированно добавлять какие-то части в интерфейс инструмента, не затрагивая сами примеры. Еще один вопрос. Как вы работаете со страницами? Страница. Готовые страницы тоже есть. Да, как я показал пример с ковром. По сути, это
уже готовая страница. Она как под капотом выглядит. В этой готовой странице мы просто указываем: возьми шаблон такой-то, то есть возьми шаблон заголовка, возьми шаблон карды, возьми шаблон табов, возьми шаблон всей обертки, скомбинируй их в такой-то вложенности и нарисуй мне тут страницу. При этом все шаблоны, которые мы вызывали для комбинации, могут быть описаны в каждой отдельной спеке по отдельности. Да? То есть комбинировать все шаблоны мы можем и в сорсе. Так мы делаем у нас, не во всех полностью сценариях, но это тоже полезно, профит в этом есть. Так как если мы хотим потестировать потом изменения верстки, можем прямо на одном экране видеть все изменения. Как тут мы видим состояние обычное, когда уже установлено, когда что-то выбрано и так далее. В случае, если мы работали бы в мастер-аппликации с этим, нам пришлось бы это повторять все вручную, да, повторять сценарии работы, да, имитируя поведение пользователя. Вот, но так же самое можно спокойно описывать в библиотеке компоненты, только стандартные компоненты, а комбинировать все уже самой мастер-аппликации, да, в основном приложении. То есть так тоже можно делать. Тут на ваше усмотрение. Мы не навязываем никакие workflow. Окей. Ладно, тогда, раз вопросов больше нету, запись обязательно сохранится. Я, возможно, ее немного отрежу с самого начала, чтобы наше тестирование прервать. И спасибо всем за внимание. На этом, собственно, закончим. И надеюсь, в будущем получится сделать еще такой же самый онлайн-обзор после уже стабильного релиза. Так что пишите, если вам понравился такой формат, можем еще практиковать. По сути, мне никаких сложностей это не составляет. Это немного проще, чем делать скринкасты и монтировать их потом очень долго. Да? В таком лайв-режиме я могу показать вам как можно больше, максимально свободном виде. Еще раз напоминаю напоследок, что все контакты тут есть. Пишите, не стесняйтесь. Отвечу, может быть, не сразу, но обязательно отвечу. Если забуду, можете напомнить тоже, да. Я не сочту это за дерзость. Иногда бывает, наваливается очень много работы. Ну и, собственно, окей. Еще раз спасибо за внимание. Все, уже заговорился. Не знаю, как закончить со всеми попрощаться. Просто нажму на кнопку «Стоп». Да. Значит, увидимся еще в твиттерах и до встречи.